Маленький серенький котенок родился и жил на улице. Мама искала ему пищу, он резвился с похожими уличными котятами, еще ничего не понимая. Котенок в то время потерял маму и заблудился. Видимо, играя, он убежал слишком далеко и теперь не знал, как вернуться. Он бродил по знакомым улицам, но все равно не мог понять, куда ему идти. А под вечер, проголодавшись, прибился к местной свалке, чтобы найти себе что-нибудь поесть. Он привык к нехватке еды, тепла и повышенной опасности в виде собак, машин, а в особенности людей. Тем холодным вечером группа подростков проходила мимо местной свалки. Парни услышали жалобные писки и нашли их источник. Котенок думал, что ему помогут, но это была ошибка, надо было бежать, но было уже поздно. Подвыпившие подростки взяли котенка за шкирку, он не вызывал у них жалости, они решили с ним поиграть, только вот для малыша это было мучением. Они начали швырять плачущего котенка друг другу, он больно ударялся о ребят и падал на землю. Парни снимали все на телефон и громко смеялись. Когда тот перестал пищать, уже теряя сознание, они кинули беднягу в коробку с отходами. После пережитой боли малыш уже не чувствовал тела. Он пролежал так несколько часов и потерял сознание. На следующее утро ему улыбнулась удача, мимо шла девушка, она специально искала котят, видимо какой-то волонтер, и наткнулась на серенький изуродованный комочек. Кто знал, что его ждет впереди? Приветливая женщина забрала его домой. Она лечила маленького бедняжку, он быстро восстанавливался и уже начал привыкать к любви и заботе хозяйки. Только стоило котику поправиться, как началось невообразимое, стало понятно, что это совсем не милая дама. Девушка посадила его в клетку и несколько дней не давала еду и воду. Это было только начало. Котенок, естественно, пищал и плакал, голодая и умирая от обезвоживания, сидя в своей нечищенной клетке, отчего ему начинало разъедать подушечки на лапках. Ей понравилось, как котенок пищит, и она стала записывать эти звуки на микрофон и медленно прокручивать. Ей стало не хватать однообразных писков, и чтобы котенок пищал по-разному, она начала его буквально пытать. После заточения последовала стиральная машина, где кроху неоднократно прокручивали, как в центрифуге. Следом его хватали и кидали куда придется, уже просто ради забавы. Последнее, до чего она додумалась, резать уже ничего не издающего котенка. Чаще всего она ранила задние лапы, котенок не мог убежать и просто неистово кричал. Соседи не могли не среагировать. Они пришли к ней узнать, что происходит. Котенок в это время просто лежал в другой комнате и не мог ничего даже пискнуть. Соседи решили, что котенка уже забрали и успокоились. Девушка, чувствуя, что ее в чем-то подозревают, решила выкинуть котенка в подвал. Там его никто не услышит и не найдет. Она закинула уже бесчувственного малыша в коробку и кинула в подвал. Он не мог ходить, она изуродовала его маленькие лапки. Ему оставалось только лежать в холодном темном подвале и думать, почему ему делают так больно. Из маленьких глаз катились слезы, он хотел к маме, которая будет его любить и не даст никому в обиду. Он долго лежал там, уже без сознания. Там завелись другие котики, и их стала подкармливать одна добродушная женщина. Но она не проходила вглубь подвала. В одной из таких утренних кормлений она не обнаружила на месте ни одного кота, но услышала, как они кричат внутри подвала. Она пошла на звук и увидела невообразимую картину. Несколько взрослых котов мяукали возле маленького котенка. Его лапки уже гнили, на них красовались глубокие порезы и можно было сказать, что его больше нет. Но коты настойчиво мяукали, и она решила проверить. Невероятно, малыш еще дышит, но находится буквально на грани жизни и смерти. Она забрала его и помчалась в больницу. Врачи были в ужасе. Нужно было оперировать или усыплять. Доктор убеждал, что необходимо усыпить, шанс на восстановление такого крохи с такими повреждениями 1 к 100%. Женщина, несмотря на это, не могла его бросить, ей было невозможно жаль маленького котенка, который еще не успел пожить, но уже испытал столько ужаса. Она отдала свои накопленные деньги и его прооперировали. После операции она забрала его домой. Женщина и ее семья долго лечили котенка и восстанавливали его, и вскоре он пошел на поправку. Через несколько месяцев малыш, так назвала его спасительница, достаточно резво передвигался по дому. Теперь он находился в по-настоящему любящей семье. Он рос и уже был здоров.
Через несколько лет они переехали в новую квартиру и перевезли с собой маму. Она была уже в достаточно преклонном возрасте, 86 лет. Рано утром она решила приготовить завтрак, запахов она уже не чувствовала и плохо слышала. Ночью произошла утечка газа, все крепко спали и только малыш проснулся вместе с бабушкой, он учуял запах газа. Начал носиться перед бабушкой и всеми силами пытался ее остановить, но это было бесполезно. Тогда он понесся в комнату, заполз на кровать и начал бить хозяев лапами. Они проснулись. Сначала разозлились, но затем почуяли газ, и кот, как ошпаренный, побежал на кухню. Люди сразу поняли, в чем дело. Бабушка уже собиралась зажечь газовую плиту, и все в одночасье могло взорваться. Мгновение, и не только это, но и другие квартиры могли взлететь на воздух, унеся с собой множество жизней. Кот схватил бабушку за ногу, и дети смогли вовремя ее остановить. Малыш успокоился и пошел отдыхать на коленках у старой женщины. Комнаты выветрили и вызвали газовую службу. Так котик, которого они спасли от неминуемой смерти, теперь сохранил их жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.